С появлением в сети сервиса карт от Google Антарктида заметно выделилась как одно из самых загадочных и манящих мест на планете для исследователей и искателей приключений со всех уголков Земли. Это обширное пространство льда и снега стало настоящим Эльдорадо для любителей тайн и загадок, предлагая бесчисленные возможности для исследования и открытий. В последние годы Антарктида привлекла внимание не только ученых, но и просто любопытных граждан, которые, увлекшись новыми доступными картами, начали забывать о старых, некаталогизированных снимках НАСА, которые находятся в свободном доступе. Интригующие и загадочные изображения могут хранить в себе бесчисленные тайны, о которых многие даже не догадываются. Недавние исследования, основанные на старых снимках НАСА, привели внимательных исследователей к очень необычным находкам, загадочным формам, которые похожи на подводные лодки, плавающие под толстым слоем льда. Эти необычные изображения были сделаны как на материке, так и в районе Сандвичевых островов. И удивительно, что на них указаны координаты, позволяющие точно установить места их нахождения. Все это придает дополнительные штрихи к загадкам, которые окружают этот удаленный и недосягаемый континент. Когда сеть открывает перед нами такие возможности, пользователи с нетерпением используют возможность увеличения на снимках, чтобы заглянуть глубже и задаваться вопросом, что же это на самом деле? Подобные структуры, как выясняется, образуются в природе только под воздействием мощного движения судна. Загадки становятся все более интригующими, если смотреть на это с научной точки зрения. Если верить своим глазам, становится очевидным. То, что мы видим, действительно могло двигаться под льдом Антарктиды или в прилегающих водах, оставляя за собой ветра мгновенно замерзшей воды, которая захватила все вокруг. Это может быть как вымерший плезиозавр, плутающий в этих холодных водах, так и подводная лодка, оказавшаяся в ловушке в ледяном океане. Но удивительно то, что размеры этих оставшихся загадочных форм настолько внушительны, что они совершенно неуместны для размеров подводных лодок или даже для плавающих морских существ. Но если мы углубимся в детали, можем рассмотреть иное возможное объяснение, прямо относящееся к движению подземных тектонических плит, которые могут вызывать эти странные деформации льда. Это действительно соответствует геологической активности Антарктиды и ее подводным структурам. Однако остается вопрос: что же конкретно вызывает такое движение подземных масс в самой глубине океана? Это поднимает множество многообразных вопросов о структуре и активности планеты в целом. Более того, обычные ветровые явления и даже удары метеоритов не могли бы служить приемлемыми объяснениями для столь четких отмеченных форм. Если бы это был ветер, аналогичные следы должны были бы быть оставлены на дюнах, но подобные явления мы наблюдаем только на песчаных берегах. На фоне всей этой неопределенности остается только догадываться, почему и как происходят эти необычные деформации. Но если подводное животное, ветер, геология и метеориты не могут объяснить происходящее, остается вопрос: что же это на самом деле? Здесь возникает новая занимательная гипотеза. Это могут быть следы космического корабля инопланетного происхождения, который странным образом изменил пространство вокруг себя и оставил эти марки на поверхности. Или, возможно, это останки древних судов,
которые были застывшими в ледяной бездне времени, когда происходили глобальные катастрофы на протяжении веков. Загадки Антарктиды продолжают вызывать интерес и недоумение в научном сообществе, которое рассматривает нахождение с возрастающим вниманием. Как же эти загадочные структуры могут быть связаны с историей планеты? Что еще скрывается в ледяных недрах? Каждый новый исследовательский взгляд на старые карты и снимки НАСА может натолкнуть на еще не разгаданные тайны, открывая новые аспекты не только исследования Антарктиды, но и самой Земли. Одна находка может стать отправной точкой для более глубокого понимания нашего мира. И с каждым новым открытием перед учеными открываются новые горизонты. Образование подводных структур вызывает все большее увлечение со стороны исследователей, и научные группы по всему миру начали объединяться, чтобы разгадать тайны, закопанные под льдами неоднозначного континента. И с каждым новым открытием интерес к исследованию Антарктиды растет, превращая ее в центр внимания как для ученых, так и для любителей необычного. Такие находки не только поднимают вопрос о природе самих образований, но и заставляют людей задуматься о том, какие ужасающие и необычные тайны могут быть скрыты в недрах этого самого завораживающего континента. Интерес к Антарктике также обостряется информацией, поступающей из разных уголков мира, где сочетание любопытства, исторических пометок и тайн природы создает уникальный контекст для дальнейших исследований. Тем временем множество веб-сайтов, передач и социальных сетей заполняются обсуждениями внеземных теорий, исследований древних цивилизаций и даже конспирологических идей, связанных с данным этим удаленным местом. Каждый урок, каждый документальный фильм или исследовательская работа о Антарктиде оказывает влияние на умы современников, которые хотят быть частью этого необычного и таинственного мира. Однако, допустим, что за этими открытиями скрывается нечто большее, чем просто морское животное или подземные массы. Возможно, эти объекты являются частью чего-то гораздо более важного, что выйдет за пределы нашего современного понимания. Возможно, в глубинах Антарктиды ждут незаслуженно забытые цивилизации, которые снова захотят быть обнаруженными. Каждый новый вопрос вызывает волнение и ожидание, открывая двери для дальнейших исследований и теорий, которые могут изменить все, что мы знаем о нашем мире. Каждый шаг в поиске правды о загадочных объектах, скрытых под ледяной коркой, приводит к новым открытиям и разговорам о потенциально существующих древних морских цивилизациях, инопланетных культурах и необъяснимых природных феноменах. Это абсолютный вызов для современного научного сообщества, которое продолжает регулярно обновлять и переписывать свои знания о природе и большой истории Земли. Они начинают осознавать, что иногда подводная ледяная корка может скрывать больше, чем кажется на первый взгляд, начиная вести диалог о необходимости новых подходов к изучению природных и исторических процессов. Не останавливаясь на достигнутом, несмотря на невероятную сложность раскрытия тайн Антарктиды, исследователи продолжают стремиться углубляться в эти исследования и поддерживать интерес к этому открывающемуся научному полю. Их энергия и любопытство диктуют необходимость использовать современные технологии, чтобы расширить свои возможности, ведь каждое новое открытие
может кардинально изменить наше представление о мире. Каждый исследовательский проект, топографическое исследование или документальный фильм о тайнах Антарктиды добавляет интересные подсказки в общую картину, что возвращает нас к вопросу о существовании чудес на этом далеком континенте. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Здесь мы собираемся делиться множеством новых историй, исследований и открытий, которые откроют вам новые горизонты и заставят задуматься над животрепещущими загадками, которые человечество всегда искало. Каждый новый выпуск будет погружать вас в мир неизведанного. Обещаем, что впереди много увлекательных историй, которые не оставят вас равнодушными.